Мир всем, друзья мои. Сегодня опять у нас хорошая погода, третий день уже стоит. И так как после прошлого видео возникла куча вопросов, в основном касающихся времени, как выбрать время для тренировок, я решил все-таки дополнить, более шире раскрыть. Итак, довольно часто встречающийся вопрос, как выбрать время для тренировок в нашем бешеном ритме рабочем и деловом и прочем. Вот. Здесь это вопрос, в принципе, приверженности. Поэтому я исхожу в первую очередь из того, что человек должен быть привержен велоспорту. Я хотел вообще начать словами: вы настоящий велосипедист, если... И пошло по пунктам, но решил не задевать, так сказать, чувств верующих, ведь которые верят в то, что они являются настоящими велосипедистами, но в реальности таковыми не являются. Поэтому у меня другие пункты. И первое, это, пожалуй, здесь являются приоритеты. То есть, в первую очередь, вам нужно расставить приоритеты. Посмотреть, насколько для вас все-таки это важно. Нужно ли вам это вообще? Что для вас в жизни важно? И входит ли велоспорт в число, хотя бы в тройку этих наиболее важных для вас вещей? Если он в это не входит, то дальше и не о чем говорить. В принципе, у вас ничего не получится и смысла нету что-то пытаться делать. Если же ваша приверженность настолько высока, что велоспорт для вас важен, так же, как и семья и работа, тогда идем дальше. Причем, я не говорю, что велоспорт должен быть важнее семьи. Это не так. Семья на первом месте всегда. Вот. Для кого-то работа. Но это все должно быть где-то рядом, в одной тройке. То есть в какие-то моменты жизни велоспорт может на первое место выйти. Допустим, семьи просто нет рядом с вами, уехали там бабушку навестить или в отпуск. Вот. Или если вы сами в отпуске, то работа уходит на дальний план и вообще не входит в число приоритетов. Вот. Тогда работа может на второе место выйти. В какой-то момент может быть на первый. То есть, ну, суть, наверное, ясна. Велоспорт должен быть где-то в тройке. Если это так, едем дальше. Итак, если ваши приоритеты таковы, что велоспорт для вас очень важен, тогда переходим к тайм-менеджменту. Кто не знает, что это такое, можно легко погуглить. И даже куча лекций, вебинаров есть на эту тему. Вещь очень полезная. Если вкратце, то это так. Если вы не понимаете, откуда взять время, просто возьмите в течение недели, делайте временные отсечки, засекая, сколько времени вы тратите на те или иные вещи. Прямо с утра, с пробуждения и до отхода ко сну. Вот. И вы с удивлением, наверное, заметите, что на всякие непонятные вещи, не особо нужные, не особо важные, как то сидение у телевизора за просмотром каких-то фейковых новостей, или в баре, в кафе где-то со своими друзьями, или еще какие-то там походы в гости не особо нужные и так далее. Ну, тут можно как бы список до бесконечности продолжать. На самом деле человек занимается очень многими вещами, которые в реальности ему и не нужны вовсе. Вот. И тогда, я думаю, вы уже поймете, откуда брать это самое время и как его расставить. Ну, всю тему тайм-менеджмента я не буду поднимать. Там все это можно найти в интернете.
как уже расставить все по полочкам, чтобы вам хватало времени для этого. Если с этим разобрались, идем дальше. Ну и третий пункт – это правильный график тренировок. Вообще я настоятельно рекомендую своим ученикам, ну и тем, кто обращается ко мне за советами, тренировочный график 4 дня в неделю. Вторник, четверг, суббота, воскресенье. Варианты как 4-1 или 5-1, 6-1, я считаю, для новичков совершенно неприемлемы и не нужны. Результатов они не дают. Это больше в сторону профессионального велоспорта. У новичка в велоспорте как бы должно быть достаточно времени для восстановления. А это бывает только когда вы тренируетесь, имея один день для восстановления в запасе. Ну, кроме субботы и воскресенья, там немножко более так это. Разъясню поподробнее. Всего, в принципе, получается 7-8 часов в неделю. Я считаю, что это вполне можно выкроить из любого рабочего графика, из любого режима дня. То есть вторник у нас 1,5 часа, час-полтора. Это интенсивная тренировка интервальная. Четверг то же самое, час-полтора. В субботу у нас более такая, ну, обычно в субботу у людей больше времени, поэтому более такая серьезная тренировка, более усиленная, часа на 2 где-то. И в воскресенье легкая объемная закаточка часа на 3. Вот у вас получается 7-8 часов. Так что при таком графике, я думаю, вы вполне будете успевать и семьей заниматься, и какие-то свои вопросы решать в оставшиеся дни восстановительные. Главное, чтобы восстановление у вас было действительно восстановлением, а не загрузкой там чем-то, я не знаю, вредным или бесполезным. Так что, ну, как бы в 2 словах вот так. Итак, если видео было вам полезно, ребята, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем мира и добра.